Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Фанаты трилогии «Ведьмак» сильно переживают из-за того, что над четвертой частью трудится уж слишком много новичков, мол, это может отразиться на тоне повествования. Однако CD Projekt Red уверяет, что бояться нечего. За основной сюжет отвечает тот же человек, что писал сценарий для самой первой части. Ответственный за общее видение сотрудник, поработавший над всей серией, также на месте. Да и вообще в команде четвертой The Witcher осталось полно ветеранов. А те, что помоложе и присоединились к студии лишь в работе над Дикой Охотой, уже успели неплохо себя показать в создании отдельных квестов, например, в Тени Вечного Огня. Так что четверка обещает быть на уровне, если верить словам CD Projekt. Создатели Yakuza представили геймплей новой Like a Dragon с подзаголовком Pirate Yakuza in Hawaii. В 13-минутном ролике показали все ключевые элементы игрового процесса. Боевая система в реальном времени стала еще более зрелищной благодаря введению спецумений вроде прыжков и воздушных комбо. Мы сможем свободно переключаться между стилем бешеного пса и пирата. Помимо мордобоя в игре также будут морские бои, включая абордаж. А свое судно разрешат прокачивать и кастомизировать. Но чтобы корабль вообще ходил, придется заниматься сбором команды, отбирая матросов из сотни кандидатов. И разумеется, авторы не забыли про десятки мини-игр, побочных квестов и караоке. Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii выйдет 21 февраля на ПК, PlayStation и Xbox. Внимание, анекдот! Assassin's Creed Shadows снова перенесли. Теперь релиз «Убийцы Кредо. Тени» намечен на 20 марта. В послании разработчиков говорится, что им требуется еще несколько недель, чтобы учесть отзывы игроков и сделать игру еще более амбициозной и увлекательной. Уж не знаю, как можно добавить игре амбиций за несколько недель. А вот что еще выяснилось, так это намерение Ива Геймо, главы Ubisoft, повысить ценность активов и франшиз. Журналист Джейсон Шрайер предполагает, что под этим юбики подразумевают попытки продать себя подороже, чтобы избежать банкротства, ведь, как мы помним, дела у компании очень плохи. Другой журналист, Том Хендерсон, собрал донесения от своих инсайдерских пташек и составил статью, в которой расписал, когда стоит ждать новые игры Ubisoft, не считая Тени Ассасинов. Так вот, до конца 2026 должны увидеть свет Far Cry 7, ремейк Assassin's Creed Black Flag, Tom Clancy's Ghost Recon Over, Assassin's Creed Hex, ремейк Splinter Cell, ремейк Prince of Persia Sands of Time и еще несколько пока неизвестных тайтлов по известным франшизам. Кроме того, Хендерсон упомянул, что производство Beyond Good and Evil 2 идет хорошо. Последняя в кавычках, и релизнится игра когда-то там после 2026 вместе с третьей дивизией, ремейком Реймона и ремейком еще какой-то из старых частей Ассасинов. Также компания продолжает тратить кучу денег на NFT-проекты и игры-сервисы. По словам Хендерсона, у Ubisoft огромные проблемы с менеджментом, из-за которого выделяются несусветные бюджеты на мертворожденные игры, или же на проекты, которые впоследствии отменяются или бесконечно переносятся. Из-за этого дела компании и катятся в тартарары, а директора из семейки Геймо, в том числе и сам Ив, ни за что не освободят свои кресла кому-то другому. Судьба Ubisoft решится вместе с релизом Assassin's Creed Shadows в марте. Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series. Square Enix продолжает подогревать интерес у заждавшихся релиза Final Fantasy VII Rebirth ПК-бояр. Порт не только наконец позволит пекарям прикоснуться к игре, но и получит несколько улучшений, в отличие от оригинала. ПК-версия обзаведется улучшенным освещением, подкачанным визуальным рядом, поддержкой DualSense и технологией NVIDIA DLSS, детальными настройками графики, разрешением до 4К при 120 феписах и регулятором количества NPC для контроля производительности. Релиз Final Fantasy VII Rebirth на ПК состоится 23 января. Увы, русский язык в игру не завезут.
IGN опубликовала сразу 2 9-минутных ролика, посвященных игровому процессу Monster Hunter Wilds. В них охотники отправились в бассейн Ойлвелл, где обитают грозные Аджраканы и Рампопола. Герой сражается бок о бок со своим спутником Палика, раскидывающим бомбы и оказывающим всяческую поддержку. Дабы одолеть шипастого Аджракана, необходимо следить за его движениями и постоянно уворачиваться от кипящей лавы. Непосредственно во время боя можно сесть на пернатого Сейкрета, чтобы отойти на безопасное расстояние и подхилиться. Жукоптичий Рампопола, чтобы отбиваться от нападающих, использует свои шипастые лапы и хвост, а также длинный язык. На его теле появляются уязвимые места, удар по которым гарантирует повышенный урон. Иногда к сражениям присоединяются другие животные, что может как сыграть тебе на руку, так и вызвать новые неприятности. Ролики с геймплеем смотрите по ссылке в описании. Monster Hunter Wilds ждем 28 февраля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. И под занавес косари. Микези XD заслужил победную косарямбу за блог, посвященный неукротимому человеческому духу в видеоиграх, и в чем именно он там проявляется. А вторую награду забирает Ева Шу, которая поведала, насколько глубоко панк-культура проникла в видеоигры. Поздравляю, ждите набега в личку. А с инфактом закончили. Больше новостей читайте на нашем сайте. Отличного настроения и хорошего вам дня.